Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Барашек. Из этого барашка что только можно приготовить. Вот здесь котлеты, люля-кебаб, здесь шурпа. Вот это все отличный шашлык. Лопаточки, передок. Очень вкусный плов. Шея, грудинка, ребрышки, брюшинка. Все это отличная шурпа. Но люди не перестают мечтать о баране, приготовленном целиком. Но у этой замечательной кулинарной задачи есть одна проблема. Дело в том, что мясо в баране распределено неравномерно. Здесь много, вот здесь мало. Здесь совсем тоненькое мясо, ну буквально сантиметр-полтора. А вот здесь сантиметров 20. Как же поступить? Существуют разные способы, как разместить барана на вертеле. Но сегодня я хочу попробовать один новый способ. Распластать барана, как цыпленка табака, и после этого зажарить то с одной стороны, то с другой стороны. Мне кажется, получится очень хорошо. Чтобы распластать барана, необходимо разрубить его переднюю часть. Для этого крепко держим барана одной рукой, крепко держим барана второй рукой и рубим. Но форму корпуса барана продолжают удерживать ребра. Вот здесь, возле хребта. Значит, и здесь надо прорубить только ребрышки. Укладываем барашку спинкой вверх и начинаем превращать его в цыпленка табака. Барашек жирный, хорошо упитанный, выкормленный как следует. Обещает быть очень вкусным. Только вот какая проблема. Этот жир очень плохо пропускает что тепло, что соль. Поэтому я беру в руки острый нож и совершаю очень простое, логичное действие. Прорезаю жир до самого слоя мяса. И то же самое с другой стороны. Лишний почечный жир я уберу, перетоплю. Ого, такой фритюр получится. Ну а тот жирок, что покрывает мясо, прорезаем точно так же, как с внешней стороны. Вот теперь баран отлично пропечется. И самое главное, мясо очень хорошо просолится. И осталась самая простая задача – укрепить барана на вертеле. Необходимо хребет барана притянуть к вертелу. Вертел стоит вот здесь, подготовленный. Как раз умещается. Но это еще не все. Необходимо и лопатки, и ножки, и задние ножки притянуть к крестовине. Для этого сойдет и обыкновенная бечевка. Задок у барашка потяжелее. Здесь обвязываем 3 бечевками. Ну вот и все. Вертел можно было бы сразу поставить на мангал. Но хорошие повара, прежде чем запекать даже обычную птицу, ошпаривают ее. Ошпаривают кипятком, особенно изнутри. Попробую-ка и я применить этот прием в отношении барана. Для этого вертел я поставил пока что не над мангалом. Пока что над казаном. Над большим казаном с кипящей водой. Малый ход, средние обороты.
И все, вода вот-вот закипит. Вот такой горячей водой, практически кипятком, обливаем барашка. Конечно же, баран от этого не сварится. Нет, ни в коем случае. Но с него, во-первых, зайдет запах внутренностей. Во-вторых, барашек сейчас как бы подготовится к тому, чтобы принять самое главное – соль. Несоленое мясо вкусным быть не может. Понимаете, для того, чтобы эта туша барана созрела, чтобы мясо размягчилось, я подвесил его на 1 неделю в холодильник при температуре +1. За это время поверхность баранины подсохла. И сейчас его соли, не соли, крупинки соли так и останутся на поверхности. Они не проникнут внутрь. Поэтому мне надо размочить поверхность. И тогда через эту самую размокшую поверхность соль внутрь пройдет как миленькая. А с другой стороны, вот когда, например, стейки готовят, считается, что мясо на гриль лучше положить подогретое, комнатной температуры. Ни в коем случае не холодное. То есть у нас сейчас барашек и подогревается, и размокает. Вообще говоря, самое мягкое мясо можно получить, если запекать его в присутствии пара. Вот, например, барана можно обернуть бумагой, а потом фольгой. Это здорово удлиняет процесс, но очень сильно размягчает мясо. Мы сейчас не очень сильно удлиняем процесс, но размягчаем мясо не хуже, чем в обертке. Если говорить правду, был бы у меня казан чуть побольше, но так, чтобы весь баран в него поместился. Я бы всего барана минут на 15 в воду. Он бы в воду за это время практически ничего бы и не отдал. Но зато потом запеченный баран получился бы просто во какой! Ну, а теперь соль. Соль густо, соль обильно. Возможно, у кого-то возникнет идея, давайте сразу еще и специи добавим. Этому барану на мангале готовится несколько часов. За это время все специи свой запах уже отдадут. Мы только соседей порадуем запахом специй. А баранине они не дадут ничего. Поэтому сейчас, с самого начала, только соль. То же самое с внутренней стороны. Ну вот и все. Разводи огонь под мангалом. И понесли вертел на мангал. Уголь пока только разгорается. Есть смысл поработать опахалом. Пусть поскорее разгорится. И потом я его распределю по мангалу. Было бы очень хорошо, если бы мангал у меня был побольше, пошире, поглубже. У меня такого мангала нет. Ничего страшного. 2 мангала рядом сделают ту же самую работу. А кроме того, есть у меня одна идея, которую я поделюсь с вами поближе к концу нашей программы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Все самое интересное только начинается. При таком расположении барана на вертеле вращать его слишком часто не стоит. У меня есть приятель, коллега из Аргентины. Я с ним иногда встречаюсь на каких-то международных мероприятиях. Знаете, что он готовит каждый раз? Целого быка. Вот точно так же. Распластает, увяжет его на огромную крестовину. Эту крестовину втыкает в землю, а здесь перед быком разводят много-много угля. И бык у него пропекается, на удивление, равномерно. Пару раз перевернет, один раз так. Глядишь, не прошло 10-12 часов, а говядина готова. Сейчас бараний жир закапывать в мангал, и пойдет сладкий дымок. Ох, и намучаются ж сегодня наши соседи.
красиво жарится, очень спокойно, так, чтобы жар его до самых косточек пробрал, чтобы прожарился как следует и при этом аппетитнейшим образом зарумянился. Многие могут сказать, ну что, вот дело сделано, раз, два, три, посолил, повесил и готово. Но нет, все не так. То, что мы готовим, в Магрибе называют, например, мешуи. И там к барану, который приготовлен на вертеле, либо в тандыре, непременно приготовят кускус. Но то Магриб, что называется за речкой, а в остальных арабских странах до речки, я имею в виду до Нила, скажем, в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, в Омане, Кувейте и так далее, во всех богатых, успешных арабских странах, непременно к такому барану приготовят рис. И в первую очередь гости будут оценивать именно качество приготовления риса, потому что плов – главное блюдо на Востоке. А баран, ну что баран? Так, украшение, один из овощей. Для того, чтобы приготовить замечательный плов, я сегодня выбрал рис басмати. Я взял 3 килограмма риса и знаю, что он может увеличиться по весу и в объеме до 3 раз. Баран весил килограмм 10-12. После того, как приготовится, дай бог, чтобы 9 килограмм останется. И у нас получится 9 килограммов отменного плова. 9 на 9 – хорошее соотношение. Однако, прежде чем сварить рис, я должен провести кое-какую подготовительную работу. Например, здесь у меня вот-вот закипит 15 литров воды. Да, риса было 3 килограмма, значит, надо взять 15 литров воды. И эту воду надо крепко посолить. Ложек 10 столовых соли, не меньше. А еще мне понадобится вот такая здоровая миска. Сюда я вылью очень хороший кефир, а в кефир яичные желтки. Здесь, наверное, десяток яиц, не меньше. Вот это все тоже надо посолить, потому что раз это еда, то она должна быть соленая. Но сюда хорошей щепоти соли вполне достаточно. А еще прямо сюда я налью немного, буквально пару столовых ложек настоя шафрана. Шафран растерли в ступке и залили горячей водой. Теперь сюда же чуть больше полустакана муки, для того, чтобы получилось жиденькое тесто, как на блины. Ну вот и все, пусть стоит. Пока вода вскипает, я расскажу вам еще один секрет о приготовлении риса. Возможно, не все его знают. Сегодня секреты расходятся по всему миру. Например, японцы давным-давно варят рис не просто так, положили в воду и все, а закладывают его вот на такой сетке. Это специальная сетка для приготовления риса. Купил я ее давным-давно, иногда пользуюсь. Очень удобно. Вы сейчас посмотрите, как будет готовиться рис, и оцените удобство. Посмотрите, сетку я прямо набрасываю на казан. О, вода сейчас закипит. Сейчас. Уголки сетки должны остаться поверх казана, там, где не горит. И теперь рис, весь рис разом в сетку. Ух! Сетка практически не влияет на конвекцию, сетка практически не влияет на нагрев риса. Все сварится точно так же, как если мы просто опустили рис в казан. Не люблю, когда рис остается в тазике. А теперь отсчитываем время. 8, 10, 12 минут может вариться самый хороший рис басмати. Но как проверить и как определить его готовность, я вам сейчас, разумеется, покажу. Пока что я прикрою казан крышкой, чтобы вода вновь как можно скорее закипела. Потому что замоченный рис весил почти что 6 килограммов. И это, разумеется, резко остудило казан. Сейчас под казаном огонь горит как следует. Я туда положил достаточно щепок, дров, но минуты через 3 откроем и дальше будем варить как обычно. О, пар засвистел, закипело как следует. Что и требовалось доказать. Прикрыли крышкой, очень быстро закипело.
А для риса очень важно, чтобы температура, при которой образуется клейстер от 76 до 84 градусов, проскочила как можно скорее. Вот там, выше 84 градусов, с рисом уже ничего плохого не произойдет. Он не клейстеризуется. Может повариться еще немного. Но самый простой и самый надежный способ – это взять рисинку в руки и сдавить ее между подушечек пальцев. Она не должна раздавиться. Если не давится, значит можно варить еще. Ну а как раздавилась между подушечек пальцев, значит рис готов. Рис с минуты на минуту будет готов, но мне нужен полуготовый рис, который я опущу прямо вот в это жидкое тесто. Из стаканчика кефира, из десятка желтков и полустакана муки. Пожалуй, что можно добавить еще один ковшик. Это будет очень вкусно. Ну все, а теперь остальной рис пора вынимать. Если бы я готовил как обычно, то я бы вот этим ковшиком бы, наверное, и вычерпывал этот рис. Перекладывал бы его в какое-то сито, в большой друшлаг. А сейчас я поступаю вот как. Я беру края сетки в руки, подняли и дали стечь всей воде. И все. 10 секунд вместо нескольких минут. И весь рис одним разом выходит из воды. Весь рис получается сваренным абсолютно равномерно, абсолютно одинаково. А так, какой-то рис достали сейчас, а какой-то спустя 3 минуты. Вы понимаете? Понимаете, как японцы думают о качестве своей работы. Ну а сейчас надо как можно скорее освободить казан. Да, все продолжится прямо в этом же самом казане. Кусок бумажной салфетки и протереть казан. Ну, здесь варился рис. Рис, собственно говоря, в этом казане и продолжит готовиться. Только не все так просто. Прежде чем опускать рис в казан, его надо смазать маслом. Топленым, замечательным маслом. Как его еще называют? Масло ги. На самом деле это масло очень популярно и в Турции, и в Азербайджане, и во всех арабских странах. Без него еду практически не готовят. Смазываем и борта казана, и дно казана, так чтобы весь казан оказался хорошо смазанным маслом. Первым делом в казан отправляется смесь из риса, яиц, кефира, стаканчика муки и так далее. Мы из этого всего должны сделать такую толстенькую, хорошую, такую питательную подкладку под рис. И эта прокладка будет выглядеть практически как запеканка. Я накрою казан крышкой буквально на несколько минут, чтобы яйца прихватились, чтобы тесто схватилось, чтобы запеканка стала одним целым. Ну а теперь перекладываем весь рис поверх запеканки. Непременно встряхивайте рис, чтобы он нигде не ложился комками. Мало ли чего, лежит горячий рис и продолжает сам себя готовить. Где-то может и слежаться, где-то может и закомковаться. Дело кулинара, дело повара последить за этим. Накрываем крышкой и до готовности барана. Здесь съемочная группа выражает вполне обоснованное возражение. Говорит слишком много всего такого вкусного, капает прямо в мангал. Эх, вот это бы все собрать и съесть. Признаю правоту съемочной группы. Обещаю исправиться. Баклажанчики разрезаем пополам. А потом внутри баклажана нарезаем эдакую сетку. Посмотрите, 1, 2, 3, 4. Сетка пускай будет достаточно крупная. Вы обратили внимание, что у меня уголь на мангале распределен неравномерно. Там, где у барана мясо потолще, там и угля побольше. И баклажаны просят огня. Баклажаны требуют огня. Баклажаны
хорошо пропекаются только на очень сильном огне. Вот здесь-то мы их и разложим. Рядом с баклажанами, но там, где огня уже чуть поменьше, болгарские перцы. Прямо целиком. О, помидорам огня почти что вообще не надо. Им лишь бы тепло было, так, чтобы они дозрели наконец. Из барашка уже косточки вылазят. Вы видите, он буквально сам сползает с косточек. Настолько все готово. Но осталась одна сущая мелочь. Просто понимаете, баран по-арабски и без специй — это какая-то бессмыслица. Поэтому начинаем с самой главной специи. Это, конечно же, черный перец. Честное слово, черный перец — это царь среди специй. Ну, посмотрите, лучше запаха просто не бывает. Остальные специи у меня уже молотые. Немного кориандра, молотые семена кинзы, немного зиры. Я думаю, что чуть меньше, чем 1 столовая ложка в самый раз. А вот паприки можно побольше. Она даст веселый, праздничный красный цвет всему барану. Куркума. Вот куркумы достаточно пол-столовой ложки. А теперь все это необходимо перемешать и добавить к этому чего-то, что свяжет все воедино. Знаете, что у меня здесь? Это упаренная кизиловая паста. Кизил собрали, слегка проварили, а потом протерли через сито и упарили, выпарили лишнюю влагу. Но мы сейчас эту выпаренную влагу добавим вновь, потому что иначе получится слишком густо. Знаете, можно было бы, конечно, добавить лимонный сок, например. Можно было бы добавить обыкновенный уксус или какой-то очень хороший уксус. Но попробуйте, поспрашивайте на рынках. Вот эти азербайджанские фруктовые упаренные пасты. Бывает гранатовая, бывает кизиловая, айвовая, алчевая. Из чего только не делают. И это очень вкусно. И это очень-очень уместно. Очень бодрит и разжигает аппетит. Кисточка для смазки барашка. Пошли? Правда же хорошо, что на мясе есть надрезы. В эти надрезы ароматная кисленькая паста проникнет как нельзя лучше. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана.
Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, значит, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита! Ну все. О, осталось дело за пловом. Открываем крышку, вдыхаем аромат, любуемся красотой. Но этот плов очень важно правильно перевернуть. Понимаете? Ведь у него, по крайней мере, должна получиться шапка из запеченного риса. Я не знаю, как она получилась. Сейчас я посмотрю вместе с вами. Все по-честному. Получилось? Получилось. Не получилось? Извините. Получится в следующий раз. 3, 4. Очень волнуюсь. На самом деле, очень и очень волнуюсь. Почти что получилось. Почти что. Ну ничего, в следующий раз надо будет дать огонька побольше. По моему плану, надо правду говорить, плов должен был весь состоять вот из такой корочки. Понимаете? Весь покрытый вот таким недоомлетом с рисовой начинкой. Но все равно, мне кажется, выглядит довольно аппетитно. Но сейчас все будет выглядеть еще лучше. Потому что у нас есть чем украсить плов. Опа, посмотрите, полюбуйтесь, все запеченные овощи, которые пеклись под барашком. Все самое вкусное, что с барашка капало, попало сюда, на эти овощи. Ну и баклажанчики. Пожалуй, что самое вкусное из этих украшений. Помидорки, помидорочки, помидорчики. Самые-самые, самые нежные. Вот здесь, поверху, как бусинки. Знаете, да я бы это все и так съел. Но классика жанра требует мяса, мяса, мяса и еще немножко мяса. Чем его разделывать? Топором рубить, ножом резать или попробую руками? А ну-ка. Раз, и замечательная ножка в руках. А ну-ка, дальше попробуем. Посмотрим, как она.
О! И пошли разбрасывать по плову. Я, вообще-то говоря, не очень люблю, когда повара-любители, ну, пронажарят там, приготовят чего-нибудь и говорят: смотрите, какая сочная, какая сочная. Зачастую они путают сочность и водянистость. Сочность – это вот оно. Это вот что такое сочность. Понимаете? Здесь ничего, кроме мясных соков. Чего его резать? Оно же вот просто распадается по волокнам, да и все. Но мое самое любимое место – голяшка. Вот это вот. Ох, какая же она бывает ароматная. Какая же именно она бывает сочная, вкусная. Лучше не придумаешь. Вот такое мясо надо 5-летним мальчикам давать, либо 7-летним девочкам. Самое вкусное, самое нежное. От хребта, да. Оставлю на потом. Мне надо будет. Ну, еще немножко. Где пустое место есть? А где мне найти пустое место на этом блюде? С пловом, с мясом, самым лучшим приготовленным барашком всей России, а может быть, из всего бывшего СССР. Дорогие друзья, вы же знаете, что я сейчас скажу. Но вы бы знали, как я хочу, чтобы вы собрали своих друзей, родных, всю семью, детей собрали и сказали им, подняв вот такое блюдо, едва-едва, и сказали бы им: приятного аппетита! Я Сталик, я кулинар и немножко тяжелоатлет. Приятного аппетита, успехов, счастья, здоровья и всяческого благополучия.